Яичница? Всем привет! Я Анна Оськина, и да, сегодня мы будем делать яичницу-глазунью. Отличный завтрак в миниатюре. Вы присылали запросы на это простое и уже классическое блюдо для завтрака. И сегодня я выполняю ваш запрос. Ставьте лайки, если вам уже понравилась яичница, и пишите в комментариях, что еще вы хотите, чтобы я сделала. И возможно, я выполню именно твой запрос и покажу твой комментарий. А еще в конце вас ждет долгожданный вами розыгрыш подарков. Не пропустите и смотрите до конца. Но переходим же скорее к мастер-классу. Для работы мне понадобится два цвета полимерной глины Fimo Soft – белый и желтый. Беру кусочек белого цвета, катаю в шарик и этот шарик расплющиваю на рабочей поверхности. Он не должен быть ровным, потому что яичница может немножечко неровно растекаться. Теперь беру инструмент с шариком на конце и расплющиваю самые края этого белого блинчика. Также расплющивать края можно и кончиком самой обычной ложечки. Она тоже округлая. И придаю этому белому блинчику форму и фактуру яичницы. Вы знаете, когда она жарится, могут образовываться какие-то неровности, пузырьки, дырочки, особенно по краям. Все это необходимо выполнить. Фактуру можно проработать также иголочкой, спицей или деревянной зубочисткой. Самое главное, не размазывайте слишком сильно края яичницы, чтобы они не рвались. Когда фактура готова, немножечко отсоединяю от рабочей поверхности края яичницы, но не снимаю ее полностью. И теперь мне понадобится сухая художественная пастель. Я беру пастель, крашу коричневые цвета на отдельный листочек бумаги, либо можно здесь же на рабочую поверхность. Также беру немного воды и смачиваю пастель водой и окрашиваю самые краешки белого блинчика яичницы. Они сразу же получаются поджаристые. Если же вы переборщили с поджаркой и получилась скорее не хрустящая корочка, а подгоревшая яичница, то пастель всегда можно немножечко размочить водой и убрать излишки краски влажной салфеткой. Итак, когда белок готов, делаю небольшое углубление, чтобы наметить, куда поставить желток. Из желтого цвета катаю маленький шарик и чуть-чуть расплющиваю его на рабочей поверхности. Кладу желток на белок. А дальше нам понадобится гель жидкая пластика. И сверху прямо на желток я наливаю немного геля. Гель растекается, объединяет белок и желток. И вы видите, яичница получается уже как настоящая. Но, конечно же, необходимо эту композицию запечь. И когда я достаточно размазала гель, он смотрится равномерно, аккуратно, я отправляю яичницу запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. Пока яичница запекается, можно подготовить для нее тарелочку. Беру обычную лампочку и раскатываю пласт белого цвета толщиной примерно 1 мм. Накладываю белый пласт на лампочку и вырезаю сверху формочкой. Не забывайте про дно тарелки, иначе она не будет стоять на столе. Просто прижмите лампочку и тарелочку к рабочей поверхности и обозначьте дно. После чего запеките тарелку прямо на лампочке. Лампочка в духовке не взорвется, а то это очень частый вопрос. После запекания снимаю тарелку с лампочки и придаю ей более аккуратную форму, потому что краешки получились немножечко неровные из-за металлической формы, и их нужно подшлифовать. Здесь я использую самую обычную пилку для ногтей. Ну а от пыли избавиться нам поможет влажная салфетка, либо можно помыть тарелочку под водой, ведь пластика воды совсем не боится. Ну а когда готовы все яишенки и тарелочки, можно покрыть их лаком. Аккуратненько покрываю каждую яичницу и каждую тарелочку. И в результате у меня получается классный завтрак для кукол. Как вы думаете, чего здесь не хватает? Мне кажется, что нужно будет в одном из следующих мастер-классов дополнить эту яичницу, может быть, жареным беконом или сосисками, или что вообще вы предпочитаете есть с яичницей. Напишите обязательно в комментариях, чем дополнить эту композицию, что еще положить на
на эту тарелочку, что вы еще хотите к завтраку для кукол. Ну а я постараюсь выполнить ваши пожелания. А яичница выглядит уже очень аппетитной и очень понравилась моим куклам. И я надеюсь, что вашим тоже понравится. Не забудь поставить лайк. Но ведь я вам рассказала о розыгрыше, и сейчас переходим к нему. Для тех, кто хочет начать лепить, но у него нет полимерной глины, либо кто хочет пополнить свою коллекцию полимерной глины новыми цветами, этот розыгрыш подойдет идеально. Вас ждут 3 приза. Первый – 2 упаковочки полимерной глины Fima Professional. Второй – это 2 упаковочки полимерной глины Fima Soft. И третий – 2 упаковки полимерной глины Fima Kids. Будет 3 победителя, каждый из которых получит один из этих призов. Условия участия безумно простые. Первое – быть моим подписчиком. Если еще не подписались, то обязательно это сделайте. Второе – поставьте лайк этому видео. Третье – напишите любой комментарий, какой хотите. Но мне будет приятно, если вы похвалите мой мастер-класс или предложите идею для нового видео. Итоги этого розыгрыша смотрите 18 августа в моей группе ВКонтакте. Ссылку на мою группу я оставлю прямо в описании под этим видео и в верхнем прикрепленном комментарии. Поэтому 18 августа обязательно проверьте, выиграли вы или нет, и напишите мне. Желаю всем успехов! Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и если вы участвуете в розыгрыше, и подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!